Ясно, видимо, что с точки зрения внешнеполитической мир безопаснее не становится. Это связано, естественно, с теми событиями, о которых говорилось, связанные с разверстыванием так или иначе противоракетной обороны, что является риском для безопасности и обороны России. Это и другие действия ряда глобальных игроков современного мира. Кроме того, не стоит забывать, уже коллеги здесь уже высказывались о том, что происходит в Северной Африке, на Ближнем Востоке. И результаты смены режима в Ливии, многие другие события в арабских странах и стремление западных некоторых государств установить там, что ли, свои порядки или те режимы, которые будут им подконтрольны, на самом деле неизвестно, каким результатом могут привести. И вполне можно прогнозировать, что там будет, в этих регионах будет нарастать какие-то экстремистские тенденции. И, естественно, это является и весьма значимым фактором, который определяет усилия нашего государственного руководства по построению оборонной безопасности. В этом ключе, конечно же, нас внешнеполитическая ситуация заставляет Россию держать мощные вооруженные силы, которые способны будут отреагировать на самые негативные тенденции вокруг страны. Помимо того, что уже здесь упоминалось, наверное, стоит напомнить и то, что ряд наших и сопредельных государств так или иначе либо открыто говорят о территориальных претензиях к Российской Федерации, либо же не заявляют громко, но таковые имеются, или выдвигают иные какие-либо претензии. С точки зрения внутриполитической, несомненно, стоит оценить позитивно оценить те шаги, которые предпринимаются. Я, продолжая развивать то, что мои коллеги говорили, хотел бы сказать, что, наверное, сейчас 2012 год, который наступает, он будет в известном смысле критическим с точки зрения той, что тот задел, который достигнут в предыдущие годы, в 2011 году, нуждается в том, чтобы последовательно продолжать осуществлять задуманное. Потому что некая площадка расчищена, и сейчас, наверное, наступает весьма и весьма ответственный этап, поскольку нужно завершать начатое, завершать это надо очень грамотно. Если мы хотим, чтобы функционировали новые военные округа и объединенные стратегические командования как органы военного управления, здесь много сюжетов и аспектов можно осветить, но достаточно рассказать о том, что те руководители, и руководители, командующие военными округами, и те военные специалисты, которые работают в этих командованиях и в генеральном штабе, и в других органах военного управления, наверное, они должны быть готовы к деятельности по управлению столь сложными межродовыми группировками войск и сил. 2011 год знаменателен тем, что были продолжены усилия по решению социальных проблем военнослужащих. О жилье и денежном довольстве здесь уже говорилось. Я хочу обратить внимание на то, что впервые за отечественную практику выплаты денежного довольствия военнослужащим регламентируются федеральным законом. То есть специально принят федеральный закон. Да? Это высший правовой акт, который должен обеспечить, скажем так, порядок в этой сфере. Наверное, когда начнутся все эти выплаты, выявятся какие-то проблемы, которые нужно будет решить государству, руководству государства и Министерству обороны, чтобы служивое сословие понимало, что то, что заявлено, о чем говорил президент, председатель правительства, министр обороны, будет реально осуществляться. И что слова не расходятся с делом. Кроме того, можно говорить еще, конечно, о
так сказать, о многих других аспектах, да, в частности, как мне кажется, стоит сказать о том, что, конечно же, проблема увеличения доли военнослужащих по контракту сержантов в составе вооруженных сил, конечно же, такой некий магистральный путь, по которому мы должны будем идти, но нельзя забывать, мне кажется, о том, что если мы хотим иметь в год 400 тысяч военнослужащих по контракту, помимо офицерского корпуса, встает вопрос, откуда их брать. Да? Все-таки вооруженные силы — это та организация, куда должны попадать, ну как вам сказать, что ли, лучшие люди. Да? То есть на рынке труда вооруженные силы должны быть неким таким конкурентоспособным учреждением, чтобы туда шли не люмпины, не маргиналы, а те люди, которые действительно достойные и которые могут выполнять свои обязанности так, чтобы заменять офицера, если надо, про сержантов я имею в виду. Представьте, какая стоит проблема по поводу создания системы подготовки кадров для именно сержантов, для комплектования должностей сержантов, добровольцев, ну и так далее. И я считаю чрезвычайно важным итогом 2011 года и то, что вооруженные силы не были втянуты во внутриполитическую борьбу. И здесь, конечно же, вытекает прямая задача руководства государства, Минобороны не допустить того, чтобы вооруженные силы стали местом или сферой, где реализовывались бы чьи-то политические амбиции, и чтобы люди, которые держат оружие в руках, не стали выступать на стороне той или иной политической силы, а служили только бы государству. Судя по тому, что происходит, и судя по тем заявлениям и по практическим действиям, которые 2011 года предпринимались руководством государства, можно сделать вывод, что понимание важности и назначения вооруженных сил и недопустимости того, чтобы они превратились в нечто иное, а не в инструмент государственной власти, у руководства нашей страны присутствует. 2011 год подтвердил несколько тенденций развития флота, которые, видимо, будут определять его состояние на ближайшие лет даже 10, а 20, 30 лет так. Прежде всего, это продолжающийся переход к унифицированным системам и унифицированным платформам. Это, в принципе, то, что делается вооруженных сил в целом. У нас сейчас стремление к унификации наблюдается во всех видах вооруженных сил, ну и на флоте тоже. В чем это выражается? Прежде всего, это унификация систем управления путем создания сквозной единой боевой информационно-управляющей системы, так называемый БИОС, для всех классов боевых кораблей, начиная от корвета и заканчивая перспективными эсминцами. Ну и если они появятся, то эта же система управления будет, видимо, и на российских авианосцах, и на модернизированных ракетных крейсерах, коль скоро их модернизация будет проводиться. И, разумеется, унификация систем вооружений и пусковых установок. В этом году учениями «Центр-2011» завершился первый цикл учений вот этих 4 новых военных округов, о которых уже здесь говорилось. На этот раз, естественно, по географическому направлению они были ориентированы на Центральную Азию, где основной угрозой является, по крайней мере, в ближайшей перспективе, угроза экспансии талибов на север после вывода оттуда войск Соединенных Штатов и НАТО в 2014 году, которое уже анонсировано, а поскольку это анонсировано, этот вывод, то он и состоится, потому что, ну, по крайней мере, на Западе это очень четко работает. Война там крайне непопулярна, и совершенно очевидно, что она безнадежна, и она очень обременительна экономически в нынешних условиях, поэтому, видимо, американцы понимают, что если не объявить о коллективном выводе в 2014 году, то европейцы начнут выходить из войны по одному, как, например, Голландия в прошлом году. После этого
понятно, что талибы вернутся к власти. Сейчас Запад будет искать так называемых умеренных талибов, которых на самом деле не существует в природе. Но армия Карзая не сможет удержать ситуацию. Собственно, она, очевидно, развалится гораздо быстрее, чем после вывода советских войск армия Наджибуллы. И в этом случае, в общем, все внешние игроки будут заинтересованы в экспансии талибов на север, то есть и Соединенные Штаты, и Китай. Потому что в результате вот этой экспансии начнется тяжелая вялотекущая война в Центральной Азии, которая будет притягивать к себе, понятно, вооруженные силы этих стран, и вооруженные силы России тоже неизбежны, никуда от этого нам не деться, потому что лучше удерживать противника на максимальном удалении от своих собственных границ. И в результате, естественно, это будет работать на ослабление и истощение России, что, повторяю, выгодно двум крупнейшим игрокам, которые очень слаженно будут работать через Пакистан, который одновременно является, как известно, союзником и Соединенных Штатов, и Китая, хотя в последнее время, конечно, он очень четко переориентируется на Китай. Собственно, даже возникла возможность уже вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Пакистаном, который теперь исключать нельзя, но и гарантировать его нельзя тем более. И вообще вот ситуация в мире такова, что она сильно напоминает ситуацию перед Первой мировой войной, то есть очередная большая война, видимо, неизбежна совершенно, просто теперь она будет не в Европе, а в Азии. Сейчас уже возникла очевидная такая цепь конфликтов, которая протянулась от Балкан и Северной Африки до Корейского полуострова. Причем это вот именно цепь, потому что все конфликты связаны друг с другом и нанизаны друг на друга. Поэтому в России это необходимо очень четко осознавать и рассматривать ситуацию в общем контексте. На Кавказе как минимум один конфликт, я считаю, гарантирован. Это Карабахский конфликт. Потому что я не вижу возможности его урегулирования мирным путем, и я не вижу возможности, чтобы он вот так завис навечно, как он висит уже 15 лет. Потому что Азербайджан не будет терпеть потерю 20% территории, Армению не устраивает ничего, кроме сохранения нынешней ситуации. Поэтому я считаю, что конфликт здесь неизбежен. Другие конфликты возможны, я бы так сказал. У Грузии противник один – это Россия. Это прекрасно известно, что, собственно, написано в их концепции безопасности недавней, но это и даже и без концепции ясно. С другой стороны, понятно, что Грузия не имеет военных возможностей вернуть Абхазию и Южную Осетию, если только не произойдет серьезных внутренних потрясений в самой России. Только если руководство Грузии совсем утратит адекватность, тогда оно может устроить новый конфликт с Россией. Других вариантов я не вижу. Северный Кавказ, да, это проблема, конечно. Собственно, там имеет место такой вялотекущий конфликт, непрекращающийся. Сейчас это уже не столько межнациональные какие-то проблемы, их практически нет, сколько исламистское движение, которое охватывает весь Кавказ. Оно не очень сильно на самом деле, но и пренебрегать им нельзя. Естественно, главной его базой теперь стал, нет, очевидно, Дагестан, а не Чечня.